Боясь за здоровье своих малышей, а иногда просто идя на поводу у модных тенденций, молодые родители все чаще отказываются от вакцинации. Давайте разберемся, нужно ли делать детям прививки и почему после многолетней успешной практики вакцинации вдруг встал вопрос о ее целесообразности. Здравствуйте, мои хорошие! В процессе работы над этим выпуском мне невольно пришлось посетить несколько тематических форумов и, признаюсь, определенные идеологии, прочитанные там, вызвали улыбку, а некоторые, наоборот, заставили шевелиться на голове волосы. Поэтому, следуя вашим пожеланиям, мои хорошие, и опираясь на вопросы вакцинации, вызывающие ожесточенные споры в сети, остановимся на теме прививок более подробно. И сегодня нас с вами ждет первая часть этого непростого разговора. Сразу оговорюсь, так как я отношусь к ученикам и последователям советской медицинской школы, и передо мной никогда не вставал вопрос целесообразности проведения вакцинации. Тем не менее, несмотря на свои взгляды, постараюсь максимально объективно рассмотреть все доводы сторонников и противников этого профилактического направления. Для того, чтобы разобраться в сути вопроса, давайте немного окунемся в историю медицины. Прародителями вакцинации можно назвать лекарей Древнего Востока, которые с целью уменьшения летальных случаев в ходе эпидемии оспы практиковали ее профилактическое прививание здоровым людям путем втирания в кожу или вдыхания жидкости, взятой из оспенных пузырьков. Основоположником современной вакцинации считается английский врач Эдвард Дженнер, живший в конце XVIII – начало XIX веков. Объединив навыки предков, народные наблюдения и собственный опыт, экспериментальным путем он доказал, что у людей, привитых коровьей оспой, вырабатывается невосприимчивость к натуральной оспе, что и изложил в своем научном труде «Исследование причин и действий коровьей оспы». Материал, взятый из пузырьков коровьей оспы, для оспопрививания людей получил тогда название «вакцина» или в переводе с латинского «коровье». В конце XIX века работы выдающегося французского микробиолога и химика Луи Пастера заложили научную основу современной вакцинации. Пастером были изобретены и успешно испытаны вакцины, защищающие от сибирской язвы и бешенства. А большим достижением иммунологов прошлого века можно считать полное уничтожение такого опасного заболевания, как оспа. Именно благодаря вакцинации в сочетании с карантинными мерами последний случай этого смертельного заболевания был зафиксирован в 1978 году, что в свою очередь дало возможность отказаться от прививок против оспы, начиная с 80-х годов 20-го столетия. Так что же представляет из себя современная методика вакцинации? По сути, это ряд профилактических мероприятий, направленных на предотвращение заражения тяжелыми инфекционными заболеваниями. В основе современной вакцинации лежит введение в организм антигена, ослабленного или убитого возбудителя или его части, стимулирующего выработку иммунитета к тому или иному заболеванию. Давайте расшифруем это запутанное определение на примере черной или натуральной оспы. Попав через дыхательные пути в организм человека, вирус проникает в кровь, с током которой распространяется по всему телу и достигает кожи, где и обосновывается, встраиваясь в генный аппарат клеток, заставляя их воспроизводить все новые и новые вирусы. А на поверхности кожи возникают пузырьки, наполненные новорожденными вирусами и погибшими клетками, ресурсы которых использовал вирус для размножения. Токсины, образуемые в результате деятельности вирусов, поражают организм, что в тяжелых случаях вызывает гибель больного. Весь период с момента заражения длится около 2 недель. А почему же организм так долго борется с вирусом и в конечном итоге даже может проиграть в этой войне? Дело в том, что проникнувший вирус еще неизвестен нашей иммунной системе, и она не знает, как поступить с незваным гостем. Первым на разведку выходят лимфоциты, именуемые Т-хелперами, которые распознают вирус и считывают с него информацию. Далее Т-хелперам нужно передать полученные данные Б-лимфоцитам, которые в свою очередь уже начинают выработку белков, именуемых антителами. Антитела – основная боевая единица нашей иммунной системы.
Попав в кровь, они устремляются к месту обнаружения вируса, связываются с его частичками, обездвиживают их, и затем этот комплекс выводится из организма. Помимо этого, Т-лимфоциты передают информацию о зараженных клетках нашей тяжелой артиллерии – макрофагам, которые постепенно пожирают пораженные клетки кожи, уничтожая их. На все вышеперечисленные действия иммунной системе нужно время, в течение которого вирус, атаковавший организм, может успеть вызвать довольно серьезные нарушения в его работе. Вот мы и подошли к основной сути вакцинации. Введение в организм ослабленного или убитого вируса оспы дает возможность познакомиться клеткам иммунной системы с ним заранее, что сокращает время ее ответной реакции в случае реального заражения вирусом. Организм уже знает агрессора в лицо и имеет запас антител для борьбы с ним. Это позволяет снизить время болезни, уменьшить пагубные последствия и в некоторых случаях даже полностью предотвратить ее развитие. В настоящее время существует несколько видов вакцин. Живая, основным компонентом которой выступает живой ослабленный микроорганизм. Это вакцины против краснухи, паротита и полиомиелита. Инактивированная, где антигеном является убитый микроорганизм или его части. Сюда относят вакцины против бешенства и коклюша. Анотоксины. В качестве антигена здесь служит обезвреженный токсин, вырабатываемый возбудителем болезни. Например, вакцины против дифтерии и столбняка. Биосинтетические вакцины, полученные искусственным путем с помощью генно-инженерных технологий, к которым относится вакцина против гепатита Б. Самое оптимальное время для проведения вакцинации считаются первые 2 года жизни, когда происходит становление иммунной системы человека. Закладывается основная иммунная память и вырабатываются защитные факторы, определяющие его здоровье на долгие годы вперед. В каждой развитой стране существует свой календарь вакцинации, в который внесены наиболее актуальные для того или иного региона прививки. Для примера, обязательный национальный календарь вакцинации США включает 16 прививок, Германии – 14, Великобритании – 12. В России по национальному календарю прививок ребенка прививают от 12 инфекций. Первой прививкой является вакцинация против такого тяжелого заболевания, как вирусный гепатит Б, при заражении которым происходят серьезные нарушения в работе печени, нередко заканчивающиеся летальным исходом. Делается эта прививка в первые сутки после рождения и повторяется на 1 и 6 месяце жизни. Следующей прививкой, которую ставят ребенку в роддоме на 1-й неделе жизни, является особенно важная в нашей стране вакцинация против туберкулеза – БЦЖ. В 3-месячном возрасте ребенку проводится АКДС-вакцинация против таких довольно часто встречающихся заболеваний, как дифтерия, коклюш и столбняк. Далее, в течение жизни, она повторяется в 4,5, 6 месяцев, 1,5 года, 6 лет, 14 лет и позже каждые 10 лет. А также в 3 месяца проводится вакцинация от тяжелого заболевания полиомиелита. А ревакцинация данной прививки проводится в 4,5, 6 месяцев, 1,5 года, 20 месяцев и 14 лет. На исходе 1-го года жизни делается прививка против краснухи, кори, паротита. Данные заболевания вызываются вирусами и не имеют специфического лечения и чреваты развитием грозных осложнений. А на этом наша сегодняшняя беседа подошла к концу. А уже в начале следующей недели мы с вами ее продолжим, затронув непосредственно показания и противопоказания вакцинации, возможные осложнения и самые распространенные страхи, касающиеся прививок. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в наше сообщество ВКонтакте и в группу в Одноклассниках. Здоровья вам!